Этот фильм начинается в мире Free City, видеоигре, в которой игроки могут участвовать в насыщенных действиях миссиях, таких как шпионские здания или ограбление банков. В нем также есть много неигровых персонажей, среди которых Гай, кассир банка, который наслаждается своим обыденным и рутинным образом жизни. Он работает своим лучшим другом, охранником по имени Бадди, и им всегда приходится играть роль беспомощных банковских служащих, когда их грабят. Но в другом месте во Free City находится персонаж в солнечных очках по имени Девушка Молотова, которая допрашивает другого игрока, чтобы получить информацию об артефакте, который она ищет. После этого она идет рядом с Гаем и Бадди, когда они идут домой, и Гай слышит фэнтезийную пьесу Мэри Кэрри, когда мимо проходит Девушка Молота. Он комментирует песню, что удивляет ее, потому что она привыкла слышать все стандартные фразы, которые должен сказать каждый неигровой персонаж. После Гай влюбляется и следует за ней, но его сбивает поезд, и он передает ей привет. После он возвращается к себе домой, чтобы пережить все заново. Когда Гай возвращается к работе, происходит снова ограбление, но Гай решает сделать что-то другое и пытается отобрать солнцезащитные очки у грабителя, случайно убив его из собственного дробовика, даже когда игрок в реальном мире пытается сбить Гая. Затем он берет солнцезащитные очки и покидает свой банк. После, когда он надевает их, он видит, что различные части игры подсвечиваются, чтобы показать, для чего они нужны. Он также обнаруживает, что может подобрать аптечки, чтобы исправить себя. И он продолжает буквально смотреть на мир новыми глазами. Вскоре действия Гая, думая, что он хакер, который использовал скин неигрового персонажа, чтобы уничтожить других игроков. Кей и Мышьер – два сотрудника, которые входят в игру в роли полицейского стриптизерша и розового кролика, чтобы противостоять Гаю. Они преследуют его, но у него есть кроссовки ограниченного выпуска, которые дают ему навыки прыжки в высоту. Гаю удается убежать от них, схватившись за разрушающий шар, но промахивается и падает, спасаясь с помощью пузырчатого костюма. Однако Киз и Маузер находят Гая и убивают его, думая, что они устранили хакера навсегда. После показывают интервью Киза с Милли, поскольку они являются вдохновителями игры Free City, до их нынешнего босса Антвана, который украл их код и превратил игру в свою собственную вещь, чтобы создать бездушную франшизу. Вскоре Милли посещает Киз и планирует получить доказательства преступления Антвана, потому что она знает, что доказательство их кода спрятано в убежище внутри игры, в которое она пытается проникнуть. Играя позже за Девушку Молотова, Гай находит девушку снаружи убежища. Хотя он хочет присоединиться к ней в ее миссии, и в другом месте он не может, потому что у него слишком низкий уровень, а у нее более высокий. Поэтому Гай начинает выполнять миссии в очках и выполнять несколько заданий. Все героические действия, такие как возврат украденных денег и вытаскивание детей из дорожного движения. Чуть позже игроки в реальной жизни обращают на это внимание, и Гай вскоре становится вирусной сенсацией под названием «Парень в синей рубашке». Даже появляется в качестве ответа на Джеопарди. Позже Гай пытается уговорить Бадди присоединиться к нему после. Он крадет еще одну пару солнцезащитных очков, но Бадди считает, что это слишком опасно. Чуть позже Антуан пронюхивает о Гае и хочет, чтобы его сотрудники не снимали из-за его популярности. Потому что компания собирается запустить игру Free City 2, которую Антуан хочет выпустить через 2 дня. Несмотря даже на то, что она не полностью закодирована и все еще глючит. Вскоре он усугубляет ситуацию, говоря Кису, что игра не имеет обратной совместимости с первой игрой, поэтому большинство персонажей не вернутся в сиквеле. Вскоре Гай достигает достаточно высокого уровня, чтобы он пошел в конспиративную квартиру, в то время как Милли пытается проникнуть туда. Когда ее почти убивают, Гай врезается в нее на мотоцикле и помогает ей отбиться от злодеев, прежде чем сбежать на дельтаплане. Позже они тусуются и едят лед и жевательные резинки, а также сливки, которые оба считают недооцененными. Киз замечает что-то необычное в кодах неигровых персонажей. Он сообщает информацию Милли, говорит, что бариста в кафе научилась делать капучино методом проб и ошибок, в то время как блондинка Бомба написала книгу о гендерных ролях после того, как она встретила Гая и поддалась влиянию, чтобы пойти своим путем. Это доказывает, что Антуан украл их код, потому что их идея для игры, которая превратилась в свободный город, должна была заключаться в том, чтобы неигровые персонажи со временем росли и развивались по мере их адаптации. И это то, что именно делает Гай. Он также предупреждает Милли, что текущий мир свободного города будет потерян, как только выйдет сиквел. Вскоре Милли возвращается в игру, чтобы привести Гая к центральному узлу, где собираются другие игроки, показывая ему, что он просто персонаж в видеоигре.
Когда до него доходит осознание, Гай впадает в ступор и теряет свою веселую манеру поведения. Позже он идет в дом Бадди, чтобы поговорить с ним о своем новообретенном существовании. Крис и Бадди пытаются подбодрить его, уверяя, что момент, который он переживает вместе, реален. Но Бадди присоединяется к Гаю, когда он решает помочь Миле получить файл, который она хочет. Вскоре реальный мир реагирует на то, что видит его. Он фактически позволяет Гаю грабить его и забирать то, что он хочет. Даже просит Гая убить его, но Гай отказывается сделать это. После он приносит файл Милле, что является доказательством того, что она искала запрет на убийство Гая. Такое поведение нравится игрокам, в том числе популярным стримерам, таким как Ниндзя и Покимейн. Однако Антуан начинает злиться и думает, что Гай испортит продажи Free City 2. Поэтому Маузер предлагает перезагрузить сервер. Вскоре в игре Гай и Милли видят файл, который содержит информацию об острове, который доказывает, что она и Кис являются вдохновителями игры Free City. Но как только Гай упоминает, что он видел остров раньше, игра резко перезагружается, из-за чего Гай теряет память. Вскоре Милли начинает записывать и говорит Гаю «давай», но он ничего не помнит, кто она такая, и она просит Кис о помощи. Он говорит ей, что персонаж, которого он создал, основан на влюбленном неигровом персонаже, который всегда ищет девушку своей мечты. Ему просто нужно что-то, чтобы помочь активировать код. Вскоре Милли пытается вернуть все в его воспоминания, и ей удается это сделать, включая то, где он видел этот остров. Его изображение отражается от жалюзи в его квартире, и с этой информацией Кис понимает, что остров находится прямо за горизонтом города. Затем Гай и Милли собирают всех неигровых персонажей в свободном городе, чтобы вдохновить их мигрировать на остров и следовать своему собственному выбору, а не тому, для чего они были закодированы. Когда все неигровые персонажи исчезают, настоящие игроки остаются в замешательстве. Город становится полностью одиноким. В это время Антуан вскоре узнает о девушке Молотова и узнает, что Милли замешана в этом. Он приказывает Мышелову удалить ее, а с Гаем покончить навсегда. Мышелов начинает манипулировать игровой средой, когда Гай пытается выгнать их за пределы города. В это время игроки со всего мира смотрят, как разворачивается их сага. Кис вмешивается и помогает создать пандус, чтобы избежать разрушения, в то время как остальные наблюдают издалека. Они добираются до пляжа, но девушка Молотова начинает удаляться, а Кис помогает создавать мост для них. Затем Антуан запускает чувака, который является более крупной, сильной и глупой версией Гая, которая не полностью закончена. Но он является последней отчаянной попыткой Антуана избавиться от самого Гая. Но прибывает Бадди, чтобы помочь, в то время как чувак швыряет Гая, и они не могут остановить его. Вскоре Гай берет солнцезащитные очки, которые может вызвать воображение щит Капитана Америки, что удивляет Криса Эванса, наблюдающего в кафе. И кулак Халка, а также световой меч. Однако чувак почти побеждает Гая, пока он не надевает очки. Чувак, который теперь видит мир так, как хочет Гай, и Гай и Бадди начинают бежать к острову. В этот момент Антуан начинает проигрывать, но ведет Мышелова в серверную, где он теперь планирует полностью стереть игру в Free City. Мышелов прекращает помогать Антуану из-за его верности Кис, поэтому Антуан начинает крушить все топором, в результате чего городская среда удаляется. Мост тоже начинает удаляться, и Бадди не уходит далеко, пока его тоже не удаляют. Но он говорит Гаю, что у него есть лучший день в его жизни. Благодаря ему Гай бежит достаточно быстро, пока наконец не преодолевает барьер и не добирается до острова, который затем открывается всем неигровым персонажам, а также игрокам в реальном мире. После Милли добирается до почти полностью разрушенного сервера и заключает сделку с Антуаном, чтобы предоставить ей код в игре, в то время как он может сохранить название Free City для своих сиквелов и спин-оффов. Вскоре друзья разрабатывают новую игру под названием Free Life, делая игру, которую они всегда хотели сделать, с более обширной средой и деталями. Теперь, будучи более преданной игре, Милли должна расстаться с Гаем, но он полностью понимает это и расстается. Затем Милли смотрит видеозапись Киза, описывая, что персонаж Гая всегда собирался влюбиться в девушку Молотова, потому что он создал алгоритм своего влечения к ней, основанный на его собственной любви к Милли. Она понимает это и идет к нему, чтобы увидеться с ним в городе. Вернувшись в игру, Гай и чувак становятся друзьями, но Гай начинает скучать по Бадди. И в этот момент оказывается, что Бадди вернули к жизни в игре, и два лучших друга снова воссоединяются. В финале фильма Бадди спрашивает, должны ли они вернуться к работе. Но парень говорит, что теперь они могут идти и делать то, что они захотят.
И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии, как вам этот фильм. Также советую вам посмотреть эти видео и желаю хорошего дня.